Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление локальными областями в вечном развитии. В данной теме я показываю, каким образом, если область, например, управления вырисовывается как конкретная какая-то локализованная область, это может быть, например, в случае, если человек занимается лечением заболевания какого-либо локального, то есть он точно знает, что ему делать или кого-то лечит, с целью, чтобы, например, не допустить в дальнейшем какого-то тоже локализованного проявления какой-либо проблемы, или решает локальную проблему. То есть он четко понимает, что вот эта проблема локальная, тогда в вечном развитии, как эта технология работает, вот как раз в данной теме я хочу показать, что именно контекст управления в структуре вечности – это то, что мы получаем в текущее время. То есть состояние текущего времени позволяет, во-первых, определить позицию управления, то есть методику, методологическую основу управления, а также сразу продиагностировать систему работы именно в структуре вечного развития. То есть, в отличие, например, от иной постановки задач, если, например, там не ставят задачу вечного развития, то технологии, они выглядят совсем по-другому, то есть там угол управления даже вот в оптике другой, и фактически отправная точка управления, она иная. Вот здесь надо четко видеть, что в структуре управления в вечном развитии, когда область локальна, то есть человек занимается какой-то конкретной локальной задачей, он делает это часто даже в другом пространстве управления. И когда мы начинаем выводить управление до структуры вечности, то многие задачи становятся еще более локальными. То есть проблема, возможно, становится еще более меньшей и так далее. И вот задача вывести управление до уровня минимизации проблемы – это первый элемент в таком действии. То есть мы какую-то локальную систему определяем сначала как область информации, а затем стараемся вывести в другой тип пространства управления, и этот тип называется именно структурой вечного развития. И когда мы видим, что в этом типе управления мы начинаем видеть, например, каким образом эта информация развивается, то мы можем из диагностики текущего состояния выделить следующий интервал прогностических систем. То есть в данном уровне управления главным параметром является то, что в диагностике вы видите те системы и состояния, которые сейчас являются вашей нормой. То есть несколько такая, может быть, необычная ситуация, что именно сигнал нормы из будущего приходит сейчас, но он приходит в виде настоящего времени. Вот выделение структуры настоящего времени, нормированного в будущем управлении, это вот есть основной элемент именно в структуре вечного развития. Вот в этом есть отличие. То есть фактически мы создаем структуру настоящего времени в будущем и транспортируем в текущее время. И тогда, получается, мы можем создать благоприятное настоящее в будущем, потому что у нас есть время, например. Или просто мы имеем такую позицию. И тогда получается, что, исходя из этого, например, если мы говорим о лечении заболеваний или о том, что нужно какую-то ситуацию привести в норму, то аспектом управления является именно опора на структуре восприятия, причем на такой структуре, которая сама является динамичной структурой в сознании. Вечность в локальном аспекте – это всегда динамика. И при всем при этом эта динамичная структура, она может ничего, с точки зрения визуализации не производить. То есть нет действия, направленного на решение вашей задачи. С одной стороны динамика, с другой стороны динамика соприкасающаяся с вашей задачей, например, вечного развития только в этом уровне, но при этом в этой динамике нет конкретных технологий. Вот тоже один из аспектов вечного развития, что количество информации вечное, и может быть информация, которая никак не относится к тому, что вы хотите сделать. И поэтому получается локализация системы – это выявление параметров и принципов, которые вам помогают из огромного количества информации. Тогда получается, что построение
вот этого настоящего блока информации в будущем, это такое построение, где информация, которая вам помогает. Тогда получается, что мы можем выделить, например, по вертикальным системам такие уровни управления, что мы диагностируем, просто воспринимаем информацию, которая нам помогает. Для этого мы можем брать это из текущего времени, например, там, нормальная ситуация, да, в событийном плане, там, из прошлого, когда она была нормальной, то есть как бы вспоминая, что есть норма, если совпадает духовный параметр восприятия, то мы получаем, что мы строим в будущем текущее время, но таким образом, что мы знаем там, в какой-то части, часто можно построить в 100% случаев, что это норма, которая в принципе ранее нами определялась как норма. Ну, есть, конечно, какие-то случаи другого толка, чисто абстрактные случаи, что если человек поворачивает на каком-то повороте на дороге и ведет машину, то он может сделать это с одной скоростью, для него это было нормой. Да? Если уже в другой день, эта скорость может быть не нормой. Может быть, надо медленнее поворачивать. Возможно, там есть какое-то движение. И тогда получается, что вот здесь вводится некий такой коэффициент корреляции, что абсолютная даже норма, то есть уверенность полная в структуре управления, она все-таки приводит к тому, что человек должен всегда уметь смотреть на события во взаимосвязях там, текущего времени, будущего, например, времени. При этом прошлое время можно четко просто отсечь и сказать, что оно при там, даже колоссальном опыте может никак не реализовываться. И поэтому, тем не менее, колоссальный опыт имеет значение, он где-то находится, а мы действуем, исходя из прямого управления. То есть уровень повышения скорости управления даже при большой базе знаний. Но при этом именно реакция так, как вы просто видите и делаете, да, мгновенно делаете. То есть вот нет системы, например, аналитики, вы просто видите и делаете. Вот такой принцип управления. Например, Бог, который имеет изначально огромную систему, фактически бесконечную, да, знаний, опираясь на эти знания, уже все-таки делает так же, как делает, в принципе, человек, он делает, рассматривая какую-то систему и реагируя на нее, да, то есть как-то управляя системой. Поэтому получается, что как он управляет, он знает, то есть там для Бога нет понятия, например, как-то, он понимает, как он управляет. Управление это есть развивающееся понимание. То же самое здесь, когда мы строим структуру настоящего в будущем, такого, которое нам нужно, вот это вот развивающееся понимание, как бы распространяющееся понимание, в отличие от Бога, понимание это тоже его личное создание, да? Как бы аспект восприятия с точки зрения человека. Например, задуматься над тем, как Бог воспринимает понятие понимания. Что для него понимать? Это только то, что он сам понимает. Вот, то есть то же самое человек всегда что-то понимает. И получается, что когда мы автономную локальную область переводим на саму как бы, систему управления от человека, то есть рассматриваем человека как уровень ну, конкретной, так скажем, системы управления, что в конкретном месте есть какие-то знания, которые имеет конкретный человек. Тогда получается локализация направлена не вообще там куда-то, может быть, на большое расстояние, но в локальную систему или там в системе отдаленного управления, например, будущими процессами, а направлена к человеку. И тогда получается, что также Бог, когда Он приходит к тебе, Он видит также систему, ну, фактически единичную, то есть Он видит себя, и получается, что Он приходит к уровню минимизации, да? То есть, если вот задуматься, почему в мире существуют там большие предметы и маленькие, например, вот такой простой вопрос, там, ну, для, например, там какой-то такой детского там уровня, что ли, образования, аналитики, то получается, что здесь можно как раз ответить там, детям в образовательном процессе, что когда Бог приходит к себе, Он же начинает видеть единичную, более локальную систему, а получается этот процесс такой, что он может видеть до уровня самого начального, то есть до микромира, да, получается. Значит, микромир, так если определить, это взор Бога на себя. Значит, если мы рассматриваем макросистему, то это его совокупное восприятие вместе
ну, с другими там людьми, предположим. Потому что микромир люди могут исследовать там через какие-то электронные средства, и то до какого-то предела. Значит, и при всем при этом, значит, это более уникальный, да, взгляд Бога или действие. Ведь взгляд это и есть действие у Бога в том числе. И получается, что исходя из этого, построение будущих процессов, там, где мы имеем выход в бесконечные системы из локальных действий, состоит из, в принципе, достаточно, ну, как бы, таких тривиальных, простейших действий. Действия отношения к себе в будущем. А как вы относитесь в настоящем, на духовном уровне, также вы можете относиться и в будущем. Вот, например, если у человека спросить, как он к себе будет относиться в будущем, ну, он там постарается, например, хорошо относиться, но сказать, что он в чем-то видоизменит отношения при определенных условиях, если он там наберет какие-то знания, как считается, тогда можно сказать, что, возможно, он там улучшит отношения, да, к себе, теоретически. Но при этом, если это делать мгновенно, без набора знаний, то отношение такое же. Значит, набор знаний – это улучшение статуса человека во внутренней системе, в локальной системе. Значит, и получается, что вот эта аналитика приводит к тому, что мы видим сигнал, идущий из будущего в текущее время, это фактически как просто духовный сигнал. Оптика духа фактически, это сверхбыстрая система и как бы транспортная, получается, система по переносу сюда информации. Логически так и есть, скорость бесконечна, и мы, что мы, в общем, здесь, получается, в будущем как бы имеем здесь, то и в текущем времени, то есть инициируем какой-то процесс в будущем, такой же процесс мы имеем и сейчас. То есть для духа, состояние духа может быть однотипным в любой системе. И, например, духовное состояние сейчас, так как скорость обработки информации бесконечная, находится всегда в какой-то будущей именно позиции управления. То есть мы можем, меняя там аудиовизуальную или там звуковую форму представления информации, менять структуру будущего, там, меняя звуковую форму, значит, при этом делая это как бы просто механическим путем. То есть одно слово, которое здесь обозначает управление какое-то, если мы меняем звуковую форму, там есть, предположим, звук щ, а есть звук ща, да? Значит, если мы меняем как бы близкую звуковую форму, мы видим четкую смену структуры будущего, потому что значит, дух везде постоянен фактически, получается, раз он бесконечен в скорости. И с другой стороны, значит, чтобы сменить пространство управления, мы должны что-то видоизменить. Мы можем видоизменить звук. То есть какую-то воспроизводящую систему, которая, в общем-то, зависит от духовных систем управления, конечно, но она может быть просто технологически, как бы некий переключатель, ну, как там на железной дороге стрелки переключаются. То есть должен быть какой-то там некий щелчок, некое движение. Вот это есть слово, которое отличается. То есть, значит, духовное состояние в следующий момент, оно может быть другим, но опять же присутствует в той точке события, да, в локальной точке, где мы собираем фактически настоящее. Через там следующее время оно вообще другое, в будущем бесконечном времени может быть, ну, таким же, или, например, как-то видоизменяться, и мы все время накапливаем в точку будущих событий информацию, получается, при таком подходе. И раз мы накапливаем, то нам достаточно рассмотреть фактически движение, то есть развитие духа в бесконечности. Как только мы это видим и понимаем, мы попадаем в точку максимальной концентрации. Эта точка есть текущее время. Все события сконцентрированы максимально в текущем времени. То есть мы попали туда просто за счет духовного развития, в эту структуру будущего, где формируется настоящее. И взяли и вытянули управление на себя. То есть чем больше духовного управления, или там управление душой, например, тем мы больше контролируем, получается, настоящее. Исходя из того, что как бы, на логике мы просто успеваем сделать управление в будущем. И таким образом получается, что хотя на логике это просто управление в будущем, а реально это некое такое уплотнение информации в структуре духа фактически, то есть это структурно-духовное развитие, то мы можем на уровне духовного развития приблизить будущий процесс, то есть информацию, которая
фактически находится возле локальной фазы управления, приграничная, скажем, область. А приграничная область, там уже четко будущий процесс. Мы можем этот элемент тянуть до уровня соединения с текущим временем, но все равно в будущем существуют там подобные точки, потому что раз мы один раз построили, мы знаем, что они существуют. И тогда, получается, мы можем элементы настоящего тоже построить в разных местах будущего. Значит, мы можем концентрировать сознательную информацию, и эту информацию привлекать, например, сюда. Как только мы там свои задачи решили в каждом случае, то достаточно, это некий так, урожай, да, своеобразный, просто собрать и привлечь сюда. Зафиксировать текущую картину. Вот тогда вы имеете устойчивое управление за счет того, что вы сделали просто технологически правильное действие и сумели, например, там несколько раз поставить управление по отношению к одному сегменту. То же самое исходит и от Бога. Он делает управление и получает в каждой точке управления, в общем-то, бесконечное количество действий. Потому что если мы имеем, например, управление, со звуком, предположим, да, или там со словом, то это как бы разовое управление частного уровня. А если мы, например, имеем управление из какой-то бесконечной среды и попадаем из этой среды сюда, то получается, что мы получаем управление фактически увеличенное в ресурсе, значит, в этом месте, да, в котором мы управляем. И за счет этого ресурса, в общем-то, мы получаем бесконечный статус, потому что мы логически все время ведем линию управления. То есть все время увеличиваем ресурс за счет разных систем. Таким образом, мы можем ввести любую систему сюда, так как будущее перед нами это как бы инструмент, да, управления. И через этот инструмент мы приводим сюда достаточно многих, инициирующих, таких вот проявленных, как вот, может быть, как некие элементы, и они видны как именно очень активные системы, подвижные системы в будущих процессах. То есть практически мы даже где-то приводим опыт многих. То есть понятие слова видоизменяется, слово становится многогранным. То есть если мы начинаем менять структуру слова, например, там окончание слова, то получается, что мы можем одно слово использовать для того, чтобы привести множество процессов сюда. Например, мы там обязаны, скажем так, многим, да, каким-то системам, чтобы сюда пришла информация, это одно понятие. Если мы берем многие системы, это другое понятие. Если мы можем взять понятие, которое не определяет, жестко не фиксирует систему, то есть мы берем, предположим, управление во многих системах. И это управление, то есть многих систем приводим сюда. То есть работа через слово позволяет получать вывод бесконечной фазы управления сюда. То есть работающее слово, которое меняет структуру управления, потому что вы видите, фактически, в общем-то, само слово в информации, а вот что с ним взаимодействует, можно не рассматривать. Поэтому можно в конечном итоге вывести управление в какое-то слово, в одно. Например, там, здоровье конкретного человека. То есть, а дальше конкретного человека, вы это знаете, о ком речь, вы его не визуализируете, просто здоровье тогда. И получается, что вы таким образом имеете в слове, как в локальной системе, практически полную норму, но которая соотнесена со всеми другими системами, например, там, с конкретным человеком. То же самое, ведь практически близко к тому происходит у Бога. Он, обозначая какое-то явление, всегда знает внешние связи, но он их не определяет же, потому что если бы он их повторно определял, то возникли бы как бы вторые копии. Почему мир совершенно уникален, да, в этом плане? Потому что при таком механизме построения событий, когда мы берем структуру из будущего, мы не имеем места построения как бы второго элемента, потому что будущее совершенно четкая адресность событий. То есть это уже другие события. Если мы строим в будущем, мы можем строить только по одному адресу настоящих событий. Поэтому мир уникальный получается. Он не копируется вот в плане вот таком первичного там создания мира.
Он может через видоизменения как-то там развиваться, но при этом здесь вот сразу ясно, что при переносе событийной структуры мы, естественно, копий не имеем в настоящее время. Значит, получается, настоящее время определено признаком уникальности. Так и есть. В настоящем времени сказать, что, предположим, параллельно существует какая-то копия настоящего времени, да, в принципе нельзя, потому что тот, кто находится в настоящем времени, каждый следующий элемент воспринимает как следующую систему информации. Для его духовного развития каждый следующий элемент – это все равно другая информация. Даже если взять совершенно одинаковые какие-то предметы реальности, тем не менее, когда человек воспринимает каждый следующий предмет, он уже воспринимает через какое-то время. И, значит, накопленная информация влияет все равно на следующее восприятие. Например, мы имеем там какое-то количество сфер одинаковых. Его человек воспринимает одну за другой, но каждая следующая базируется на том, что уже предшествующие восприняты, и они уже увеличивают число восприятий. То есть получается, что вопрос только восприятия человека. И когда человек воспринимает, то он все равно меняет картину управления, потому что он увеличивает ресурс, увеличивает объем. Значит, в локальной системе управления именно возможность, значит, так настроить свое восприятие, чтобы через восприятие происходил именно бесконечный контекст управления, это важный элемент построения локальной системы и управления локальной системой. То есть мы должны фактически здесь работать через развивающееся восприятие в бесконечную систему. То есть работать так, что когда человек, например, там, работает даже на оптике, то элемент управления может быть не законченным. Например, вы видите сферу управления, но достаточно только первый уровень поймать, что вот это сфера или там, это там, цифра какая-то, а дальше не обязательно смотреть контуры этой сферы, потому что вы тогда тратите время. Достаточно работать на первичных образах. А дальше вы знаете, что за этим. Так же, как Бог делает же поэлементно так же, на уровне такого простого восприятия, что достаточно первого уровня, и все остальное понятно, иначе бы опять пошло копирование. Значит, для Бога существует другой механизм понимания, так же, как у человека, он может там, быстрым взором мысленно пройтись и понимает, о чем речь, выхватив там 2-3 явления. Да? То есть аналогичный механизм. Значит, вот этот уровень переноса этих систем в текущее время позволяет войти в самый корень ситуации, то есть мы можем выйти в корневую структуру управления и фактически осмотреться там уже в любом времени тогда. То есть мы имеем жесткий каркас текущего времени, тогда мы всегда попадем в позитивные события для любого процесса. Потому что проход в эту систему – это уже формирование, создание и обеспечение позитивного события. Потому что иначе тогда мы бы строили вообще другой коридор управления, в логическом понимании, который, может быть, там как-то видоизменял, но внутри, в душе человека в вечном развитии как раз-таки вот это и есть основная линия в этом аспекте отличия возможного, что в вечном развитии он вынужден строить только позитивную линию управления. И тогда получается, что его мышление во многом идеологически защищено. То есть он может испытывать, конечно, влияние на мышление человека, что какие-то процессы следует сделать более локальными, там, или как-то, например, видеть какие-то там помехи, но как только идеология четко определена, то получается, что эти помехи никак не влияют, даже если происходит какой-то элемент такой, что идет некое там давление информации, то есть получается, что давление отсутствует информации, когда человек идеологически убежден, да? А идеология — это же все-таки идея текущего времени часто. В основном, что есть идеология, это уверенность там, в текущем времени в каких-то постулатах действия или, например, там, развития. И значит, это уже перенос системы из текущего времени в будущее. И получается, что если мы там исключаем, что существуют планы там, выполнения, просто считаем, что мы переносим идеологию вперед, то получается, что контакт со структурой настоящего, потому что здесь существует вопрос, строится настоящее, да, там, в структуре будущего. А мы говорим, что нет копии, тогда как текущее настоящее. Значит, получается, мы себе строим настоящее в будущем, то есть в этой же точке.
точка не отличается по строению. И чтобы уже наверняка исключить количество там возможных копий или там, ну, скажем, дубликатов действия, да, в материальном выражении дубль, не копия там, а значит, какой-то уровень повторения, здесь нужно как раз-таки сделать так, чтобы все элементы, которые попадают в однотипную структуру, они бы, когда входили в систему, становились бы уникальными. То есть сам объект управления, значит, он делает любую систему уникальной. Или направленной в конкретный тогда уже уровень. Потому что если сигнал прошел какой-то, то он попадает в одну точку, да, какую-то. Но если в эту же точку попадает другой сигнал, то получается, что есть уже уникальность, потому что сигнал мог пройти с другой стороны или в другом времени. И вот накопление уникальных систем приводит к совершенно общему уровню устойчивости некой области, которая как раз-таки находится в интегрированном таком пространстве прошлого, текущего, там, будущего времени, больше как текущего и будущего. И таким образом, если мы начинаем говорить о, например, там, лечении заболеваний, то достаточно здесь ввести систему управления таким образом, что мы вот этот элемент будущего времени, где идет взаимодействие между волевым аспектом, то есть что вы хотите, вот этой некой такой объективизированной системой управления настоящим в будущем времени, здесь можно очень четко видеть границы, которые нужно отделять или там, отдалять некие негативные системы от объекта управления. То есть здесь очень четко вырисовывается, что действуя по отношению к будущим событиям в настоящем времени, вы фактически действуете из настоящего времени, но вы имеете в виду какое-то состояние настоящего, то есть настоящее там присутствует прямой связью за счет состояния системы. И влияя, вы же влияете из настоящего времени на будущее. Вы тем самым объект делаете, значит, ну, стыкующимся с настоящим. То есть получается действие совершенно одно. Мы никак не обходим, например, систему, что ли, такую, что существует что-то иное. То есть настолько уникальность здесь проявляется в этой локализированной системе управления, что настоящий импульс фактически, в общем-то, по упрощенной системе формирует в будущем настоящее время. Потому что, с одной стороны, мы управляем будущим процессом, но с другой стороны, мы управляем импульсом, который мы воспроизводим в настоящее время. Значит, мы туда фактически в настоящее время как бы вносим сами. Да? И получается, что раз так система развита, вот, например, там, противовирусологическая система управления, если вот задуматься над тем, как там, природу заболевания, имеющие там, вирусологический характер, лечить вот такой технологией. Здесь совершенно четко понятно, что вирус, который существует, например, там, в прошлом времени, да, как диагностическая система, он может вообще не попасть ни в настоящее, ни тем более там в будущее, если прошлое время переходит в структуру гармонических систем. То есть фактически в будущем это означает благоприятное решение там, любой ситуации. Не конкретно, там, а любой. То есть трансформация прошлого, ну, как некая система преобразования в норму будущего. Да? При этом это может быть не только там, какая-то отрицательная ситуация, просто любая ситуация. Тогда получается вирусологический уровень распространения, там, то есть имеется в виду такой последовательный, да, при вирусологической системе должен быть какой-то контакт специализированный. Не обязательно это может быть вирусологическая, может быть там система там, какого-то вредного воздействия, там, через вещества, газы и так далее. То есть система передачи отрицательной информации какой-то, материального типа. Чтобы преобразовать это управление, то есть локализировать, не сделать его общим и сделать безвредным, нужно как раз таки рассматривать вот этот процесс той передачи, когда при движении все явления переходят в норму. То есть некие фильтры, как бы сказать, шлюзы, да, при переходе в будущие события. Но ведь с точки зрения бесконечного будущего, опять вот здесь важно отличие именно технологии бесконечной жизни, вечной жизни, что в будущем в любом случае переходит управление
от даже человека, который там видит действия единого Бога, он видит то, что Бог все-таки дает следующее знание. То есть вот переход в структуру будущего как в структуру именно более точного пути или там совершенно точного структуры именно развития того, значит, где показано, или именно того, которое Бог дает. Вот умение распознать через локальную систему действия именно Бога, это очень такой прагматичный механизм и очень, кстати, понятный для локализованных систем, потому что действие Бога тогда всегда и локальное, и всеобщее там получается. Но в большей степени прорисовывается именно всеобщность действия, потому что видно, что действие Бога именно сначала всеобщее. Во всеобщей величине существует это локальное действие, и одновременно существует независимо в вашем восприятии. Значит, построено восприятие так, что всеобщая величина фактически может являться, ну, как бы некой копией на уровне мышления. Да, мысленно можно представить множество каких-то одинаковых элементов и держать их в памяти, например, да, держа копию в представлении. То есть получается, что реальная копия возможна только в представлении. В реальном мире копия 100% не происходит. И значит, вот это, кстати, очень специфические ограничения при клонировании. То есть получается, что полной копии не может даже там, ну, практически возникнуть за счет того, что есть вот эта разница реального мира, мышления Бога, действия Бога и, там, например, там, информативной реальности. Там, физическая реальность пересечена с информативной. Хотя процесс клонирования, они, конечно, дают подобные системы. И при всем при этом получается, что информативная копия, она, да, возможно, можно мысленно там представить какие-то элементы. И здесь вот уровень взаимодействия информативный какой-то, ну, как бы информационный во многом копии или информирующей копии, то есть на уровне информации, когда идет работа, приводит к тому, что локальная область управления – это область, где фактически может происходить действие вот в этой системе, где мы начинаем интегрировать текущее время и будущее, то есть как бы делать какой-то обобщенный уровень управления. Вот локальное действие может быть как бы, ну, по характеристике проявлено так, что мы имеем управление такого типа, что если нет видоизменения, предположим, какого-то звукового предварительно перед начальным уровнем локального действия, там, ситуационного, то вот передача структуры в будущее через множество сигналов, исходящих от одного источника. Тогда локальное действие здесь характеризуется тем, что вот эти сигналы, некие волны, исходящие от локального действия, они и бесконечные, там, сверхбыстрые, и одновременно локальные, что мы можем их проследить, потому что есть локальная система. Значит, каждая локальная система рождает, ну, любую другую, значит, получается, в управлении. И тогда понятно, например, почему Бог не один, да, в мире. Он один, когда, обращаясь к себе, видит локальную, ну, то есть одну личность, а тогда ясно, что из этого вот закона, который сейчас мной был показан, значит, есть кто-то подобный. И получается, уровень подобия – это есть, ну, определенный закон построения реальности, да, в общем-то, там, следующий уровень развития системы управления. И здесь мы очень четко видим, что для того, чтобы ваше управление было, ну, например, там, навсегда эффективным, нужно все-таки связывать те участки, где вы, например, там, активно не управляете в течение дня, как, может быть, там, более длительного периода по какой-то конкретной задаче, то можно сделать связки из текущего времени в будущее время и стараться сразу эти связки просто закрепить в настоящем времени и в будущем, где это будет исполняться. Тогда получается непрерывность управления. Можно продумать все заранее, значит, провести управление по каждому участку. И главное, вот здесь особенность получается, которую я сейчас вывел больше на логическом уровне, что опорная система, она такова, что она опирается на настоящем все-таки времени. То есть мы должны воспринять в настоящем импульс существования такой системы, и система тогда существует.
значит, существует все, что мы воспринимаем как локальный импульс. Ведь любое изображение, идущее от любой системы, даже большой там, галактики или Вселенной, это один какой-то импульс, да, это какая-то конкретная информация. Значит, свойства информации таковы, что любая информация к нам поступает в виде какой-то локальной системы. И вот она связана со всей там, внешней и внутренней реальностью, и получается, что кто-то же эту информацию передает, то есть, вот, например, взять какую-то локальную систему, пусть какой-то сверхудаленный участок там, суши, от какого-то управленца, который действует по, например, там, макроспасению. То вот перевод управления так, что с этого участка попадает сигнал сначала к управленцу, потом в структуру макроспасения. Здесь такая идет комбинация управления, что перевод осуществляется в большей степени за счет импульса, идущего от другого объекта. То есть человек может подумать там, о каком-то объекте, а в принципе при этом-то посылать кто-то должен к нему информацию с этого объекта. Вот если говорить о том, что есть некий такой универсальный, что ли, механизм, когда другой объект тоже участвует, чтобы не было копирования, да, он должен участвовать с одновременной скоростью. Человек подумал о каком-то процессе, и, собственно говоря, реакция этого процесса должна быть такой, чтобы было наложение на структуру мышления и не было бы раздвоения объекта. Ну, как вот Бог думает, если вот так вот вдуматься в этот процесс. Он думает так, что тот объект, который существует, посылает ему такой сигнал, который делает его неотличимым от действия управленца как бы с текущего времени. Например, поэтому ясно, что на будущее вот так вот как бы нельзя с точки зрения физического управления повлиять таким образом, что там взять и перейти там в будущее без всеобщего уровня обобщенно как бы равномерного развития. То есть все переходят в структуру будущего, все живут в одном времени. Вот здесь вот понятно, почему так происходит. Ну, может быть, несколько науканизированно там звучит вот это вот, понять, что именно так там происходит, но реально, если вот посмотреть, то это видно как достаточно строгая дисциплина действия, там, управления, анализа, как некая дисциплина, которая, в общем-то, наукообразным образом или просто как чистая наука. Ведь любое спасение – это и есть тоже наука. Причем о мире в целом точно человек спасает и эффективно, когда именно макроуровень осмысления идет управление. Таким образом, мы переходим именно к задаче такой, чтобы выявлять ту структуру развития, где мы не производим копирования, да? И уровень этой еще задачи такой, что вот в понятии человек к человеку там нет понятия копирования в действии, в разговоре. Там есть понятие действия. Например, там Бог создал человека, но это не значит, что там человек, например, там копия прямая. Просто по образу и подобию. Да? То же самое и от человека к человеку. Человек — это особый уровень. А вот все остальное, чтобы не копировалось как бы механическое сдерживание этого процесса в управлении там, механистического типа, когда мы оптикой работаем. То есть есть духовный, да, например, вариант работы душой, а есть, вот, например, там, просто оптикой. Вот здесь вот как раз уровень возникает такой, что интегрированное пространство, где прошлое на высокой скорости там, похоже на пролет, то есть как бы пролетает структура прошлых событий и через будущие процессы регулирует текущее время. И часто бывает так, что в каких-то сложных ситуациях какие-то события быстро анализируют, как бы пролетает на информацию, для того, чтобы помочь человеку. Да? Вот если этот процесс выровнять и иметь доступ сразу в прошлое событие, чтобы получить нормальное текущее время, или там, если таких событий не было, то значит получить из будущего, то есть умение выбрать, да, приводит к тому, что время текущее можно не рассматривать как субъект управления. То есть вы за счет того, что нагрузили сильной информацией текущее время, доказали, что в текущем времени получается, что основное управление, то есть основная информация, вы тем самым себя можете вывести во внешнее управление к текущему времени.
То есть чем больше вы подбираете системе доказательств, чем больше вы осмысливаете позиции в текущем времени, тем, получается, вы точнее управляете извне. Вот Бог, который создал весь мир, как концентрированную систему, да, в текущего времени, там, будущего, в том числе прошлого, он таким образом, естественно, находится во внешнем управлении, потому что он фактически сконцентрировал всю систему реальности, и тогда, получается, он может извне управлять любой системой. И здесь вот именно пересечение текущего времени, например, с временем прошлого, где прошлое как элемент действия, то есть достаточно человеку быть в прошлом, получается, у него гарантированно текущее и будущее время в этой системе. Потому что мы автономные системы управления переводим фактически в структуру, в общем-то, такого пролонгированного действия через наш собственный уровень познания. То есть у нас есть какие-то задачи, и каждый человек может взять через структуру познания развитие управления до, например, там, бесконечности. Да? Тогда получается, что чтобы локальная система превратилась в глобальную, нужно где-то насчет, например, знания какого-то конкретного человека вывести систему взаимодействия так, чтобы человек все понял. То есть умение передать систему информации, чтобы текущее время стало практически бесконечным временем. Когда мы переходим к этому элементу, там другое пространство управления, все становится более простым в уровне восприятия. И вы начинаете видеть, что если есть какие-то, например, там, проблемы в отдаленном будущем, то тогда, получается, это отдаленное будущее уже сейчас проявляется в виде каких-то символов. Да? То есть, например, будущее – это какая-то символическая система, которая посылает сигнал, а текущее время – это опять воспринимающая система. То есть, уровень управления в системе будущих событий, где вы строите настоящее, приводит к тому, что вы действительно тогда делаете управление такое, как делает Бог. Он посылает как раз-таки сигнал, например, там, в текущее, в прошлое время, но для него сигнал это один и тот же, что все равно, что сигнал, который идет в будущем времени, в пространстве будущего времени. И получается, что тогда вы получаете, исходя из этих сигналов, состояние в текущем времени, которое определено бесконечным временем прошлых или будущих событий, и вы можете всегда повлиять на ситуацию. То есть вот эта концепция такая, что в локальных системах, выявленная локальная система всегда подвержена и может быть подвержена влиянию с вашей стороны и улучшена до какого-то необходимого уровня. Значит, вот эта концепция позволяет работать таким образом, что вы в любом времени для локальной системы в структуре именно вечного развития можете выбрать своеобразную свою собственную платформу под каждое событие. Тогда получается, что вы четко будете видеть, что каждое событие продифференцировано, тогда больше будет контроля за ситуацией, и вы практически здесь будете работать таким образом, что вот именно системный контроль, он позволит принимать такие более четкие решения, потому что все сразу понятно, что где находится информация. То есть умение создать некую такую каталогизированность информации, так скажем, в условиях такого быстрого управления позволяет вам быстро обращаться, локально обращаться к системе, рассматривая систему более глобальную, нежели ваша личная задача. Тем не менее, это будет первичный уровень управления, более локальный, это вторичный и так далее. И когда мы, например, переводим систему управления по здоровью, то есть по оздоровлению на вот такие системы опережения фактически будущих событий, мы видим, что настоящее время может быть практически неразрывно с понятием настоящего, например, следующая микросекунда, может взаимодействовать с наиболее оптимальными системами будущего развития. Тогда получается, с точки зрения гармонии развития, каких-то дополнительных действий не надо, достаточно хорошего настоящего и умения взаимодействовать с процессами будущего. И здесь локальная область управления, то есть выход на локальную систему, заключается в том, что все процессы будущего направлены на то, чтобы у вас были благоприятные события локального типа, например. Да?
И здесь очень большой перевес, то есть все события будущего, там во всем мире, например, и ваше там частное движение, например, да, тогда получается, что это вот в плане восприятия эти системы уравниваются по свойствам. То есть восприятие все время уравнивает системы там макросистемы, микро или там просто любые по цели действия. И получается, что раз так, то, например, чтобы человек не уставал, он может, значит, восприятие получать один и тот же сигнал полезный, при этом имея массу информации через другие сигналы. А один сигнал сделать таким, который, например, ну, дает ему там, какое-то улучшение там, самочувствия, дает возможность работать и так далее. То есть умение получить вот этот локализованный сигнал, это как раз-таки умение построить в текущем времени ну, некий приемник, да, информации. И вот получается, что вот понятие диагностировать систему, то есть строить некий там, приемник управления, это достаточно конкретная задача управления, которая говорит о том, что вот построение этого своеобразного приемника информации в управлении это дело как отдельного там, человека, каждого, так и есть понятие всеобщего движения, всеобщего дела, где даже можно говорить о том, что вообще всех систем, где не только там присутствует человек, а любой другой системы, которая начинает ну, там, участвовать в этом процессе, да, например, там, эволюция, развитие там, животных и так далее. И получается, что если мы начинаем видеть, что этот процесс контролируется за счет там, массовости в управлении, то получается, что любое локальное действие совершается быстрее, то есть ну, благоприятное направление, чем больше людей, вообще говоря, об этом хотя бы знают. А если еще они там управляют, то оно, соответственно, там, например, там решается всегда. И поэтому получается, что вот выявление импульсов вот такого локализированного управления из большой массы информации, это как раз-таки ну, достаточно такой, в общем-то, специальный и нужный путь, технологически как раз приемлемый, умение выделить систему управления из большой массы информации и при этом сделать так, чтобы эти системы были эффективными, то есть на управление они были такими же, как структуры, которые обеспечивают позитивные события. Значит, еще один из уровней локализации – это перевод из информации будущего каких-либо объектов, но получить уже сейчас прямо изображение этого объекта в норме, например, и наложение на объект происходит мгновенно со скоростью практически бесконечной, когда вы переносите там норму объект. То есть вы сами информацию поставили и сами же восприняли, но при этом перенос можно воспринимать, можно нет. То есть как бы подглядывать, пока идет перенос, но можно это и не делать. Но получается, что если перенос осуществился информации благоприятной из будущего, и вы, например, могли еще просмотреть, какой он формы, то как, ну, любой управленец человек должен сначала продиагностировать, какой формой управления, какая информация, и при этом нужно, чтобы обязательно информация была проанализирована, в каждом конкретном случае принята, хотя информации много, но вот именно умение локализировать управление, то есть сделать локальным уровень управления, это вот тоже специальная задача, которая в этой технологии решается. То есть вывод обратной системы, то есть общую в локальную, и умение поместить в то место, где системы нет, например, да, значит, вот это вот как раз-таки уровень, где вы уже из познанного механизма возникновения локальных областей внутри там, ну, большой там, макросистемы или глобальной системы начинаете переводить управление на локальные системы по подобному типу. То есть локальность в данном случае подразумевается, что просто система реализации, она другая. И вот когда вы начинаете уже переходить из локальных систем из одну в другую, то в принципе уже тогда вопрос совершенно решен. Потому что достаточно, ну как вот контакт происходит у человека с Богом, когда человек рассматривает там личность Бога и обращается, да, обращение из какой-то локальной области, из области человека, то получается уже контакты есть вечное развитие. То же самое, как только вы в структуре управления по локальным системам находите пути взаимодействия между любой локальной системой с любой другой, по уровню именно вечного развития, там специальная траектория, она выглядит в большей степени вначале как путь, значит,
очень быстро по часовой стрелке, потом в основном против медленной часовой стрелки идет управление, даже видно направление, то можно влиять на то, чтобы там атомарный уровень стал вечным, там, конкретно человек быстрее стал вечным с точки зрения даже того, что все, имеется в виду люди. Человек — это имеется в виду все люди. Отдельные люди могут быстро стать технологами там, вечного развития, там, жить вечно. Да? И поэтому здесь вот уже уровень перехода из одной локальной системы в другую при увеличении, сохранении качества вечного развития, это уже как раз решение вопроса, и эта методология дает как раз таки уметь перевести, то есть дает возможность перевода одной локальной системы в другую, и тогда получается вопрос решен на уровне перевода, не на уровне даже фиксации событий, а вы, умея переводить, уже имеете благоприятное событие в самом внешнем действии. То есть вы все время находитесь вне системы контроля, ваших действий, да, получается, все равно ваши действия созидательные макро должны быть. И тем самым вы можете оба локальных события сближать до уровня полного соединения, скажем, на уровне информации. Тогда получается уже абсолютная устойчивость. Кроме перехода вы можете еще получить точку абсолютной устойчивости в управлении, что тоже технологически очень важно, потому что эта точка позволяет человеку опереться, принять правильное решение и так далее. И вот это вот умение соединять управление локальное, свободно в точное, бесконечное, это уже специальный атрибут действия. Можно соединять одно локальное движение с другим, получать точку, можно бесконечность, а можно вообще любой элемент реальности. Два локальных уровня и все. То есть один и другой. Так же, как создан мир, Бог создал еще даже один любой другой объект информации, и весь мир уже тогда под контролем, да, у Бога. На этом я сегодня семинар заканчиваю.